Какие приготовления сделал Ван Линь перед входом в громовое бессмертное царство? Кто бы мог подумать, что после резкого роста силы Сюй Лиго снова попытается восстать? И как именно наш Ван Линь стал старым предком планеты Цинлин в южном домене Лотянь? Это обзор 147 серии аниме «Противостояние Святого». А вначале ставьте лайк и пишите комментарий. И особая благодарность за поддержку сбора Азамату, Валерии Абаскаловой и множеству анонимов. Итак, после того, как Ван Линь принял Шэньгунху в качестве своего подчиненного, ему нужно было не допустить, чтобы тот раскрыл его настоящую силу. Поэтому Ван Линь небрежно придумал предлог и отправил его прочь. В то время до открытия громового бессмертного царства оставалось еще 20 лет. Стоит отметить, что культивация у Ван Линя находилась лишь на поздней стадии вознесения. Однако, благодаря тому, что он уже увидел направление третьего шага, он обнаружил, что многие божественные способности, которые он ранее постиг, содержали определенные недостатки. Кроме того, ему еще предстояло войти в громовое бессмертное царство в поисках удачи и возможностей. Поэтому, независимо от того, шла ли речь об усилении сокровищ или повышении собственной силы, Ван Линь должен был найти подходящую планету для уединенной культивации и постепенно решить все эти проблемы. Так он прибыл на полузаброшенную планету южного домена Лотянь под названием Цинлин. Причина выбора была очень простой. Во-первых, здесь не было могущественных культиваторов. Самый сильный человек на всей планете находился лишь на поздней стадии зарождающейся души. Во-вторых, Ван Линь немного тосковал по дому. Это место было похоже на его родную планету Алой Птицы. Поэтому, обладая своей бросающей вызов небесам силой, Ван Линь естественным образом стал могучим предком планеты. После прибытия он первым делом достал сокровища, захваченные у Танлана, и заново их переплавил. Затем он нашел культиватора стадии зарождающейся души по имени Джан Синьхай и сделал его своим посланником. Ван Линь приказал ему и его семье собирать обиду и ненависть, рождающиеся среди смертных по всей планете. Он собирался слить эту обиду с желтыми источниками, созданными его мыслью Дао, чтобы увеличить их мощь. Разумеется, Ван Линь не обращался с Джан Синьхаем плохо. Он не только продлил ему жизнь на 10 лет, но и подарил сыну Джан Синьхая пилюлю, способную помочь прорваться в сферу разрыва духа. Что касается намерений Дао причины и следствия, которое Ван Линь постиг во время превращения в смертного, его нынешнее понимание все еще было недостаточно глубоким, чтобы проявлять такую же реальную силу, как ось реинкарнации жизни и смерти. Поэтому он прикрепил это намерение Дао к кнуту Кунзи. Когда голова и хвост кнута соединялись, образовывалось овальное кольцо света, и по чистой случайности Сюй Лиго стал первым несчастным, на котором решили испытать силу этого намерения Дао причины и следствия. За десяток лет культивации на планете Цинлин Сюй Лиго также изучал наследие древнего намерения меча, переданное ему Джоу И, и он действительно добился определенных успехов. Но этот маленький мятежник был из тех, кто начинает бунтовать сразу после того, как немного усиливается. Он не только осмелился называть Ван Линя «малыш Линь», но даже захотел занять место хозяина. Сначала Ван Линь не стал с ним спорить, но чем больше Сюй Лиго хвастался, тем сильнее увлекался собственной дерзостью. Хотя в оригинальном романе его точная сила в тот момент не описывалась, по дальнейшим событиям можно сделать довольно точные выводы. Вскоре после входа Ван Линя в громовое бессмертное царство, он столкнулся с Сюй Фэнханом, который находился на пике средней стадии инь пустоты. Использовав бессмертный меч и искусство Джэньло, Ван Линь уничтожил его одним ударом. Из этого нетрудно предположить, что сила самого Сюй Лиго тогда, вероятно, уже достигала как минимум поздней стадии вознесения. К сожалению для него, намерение Дао причины и следствия реинкарнации оказалось слишком уж властным. В тот момент, когда Сюй Лиго освободили, демоническая энергия по всему его телу почти полностью была поглощена кольцом света, созданным намерением Дао причины и следствия. Это настолько напугало его, что душа едва не покинула тело. Он тут же рухнул на колени и начал умолять о пощаде, признавая свою ошибку. В итоге этот небольшой инцидент закончился ничем благодаря великодушию Ван Линя. После этого Ван Линь использовал имеющийся у него бессмертный нефрит и несколько капель бессмертного вина, после чего ушел в затвор на несколько лет. Ему удалось успешно прорваться к великому завершению стадии вознесения. К тому моменту до открытия громового бессмертного царства оставалось всего 2 месяца. Для входа существовало 2 условия. Первое условие заключалось в том, что перед вратами громового бессмертного царства стоял зверь-хранитель. Каждый желающий пройти должен был предоставить большое количество
количество плодов Вознесения и кормить ими зверя до полного удовлетворения. Только тогда он позволял войти. Хотя ранее Ван Линь уже израсходовал все свои плоды Вознесения, Гань Куйцзы когда-то подарил ему несколько семян этих плодов. За годы культивации на планете Цинлин Ван Линь успел вырастить довольно много новых плодов. Однако позже они ему так и не понадобились. Поскольку его громовое тело практически не отличалось от духа грома, он без труда вошел внутрь даже без своеобразного билета. Вторым условием было наличие громового котла. Точно так же, как для входа в дождевое бессмертное царство требовался специальный знак допуска. Этот предмет распределялся храмом громового бессмертного среди крупных семей. Разумеется, Ван Линь в этот список не входил. С нынешней силой Ван Линя отобрать громовой котел не составляло никакого труда. В конце концов, его противник был всего лишь культиватором ранней стадии импустоты, только недавно совершившим прорыв. Перед Ван Линем такой человек просто не имел права сопротивляться. Поддержка семьи, его статус и репутация в южном домене Лотянь – все это потеряло значение в тот момент, когда Ван Линь обратил внимание на громовой котел. Для него это не было великой битвой, он лишь забирал необходимое перед открытием врат громового бессмертного царства. Но по-настоящему внимание Ван Линя привлек не сам громовой котел. Его заинтересовала таинственная божественная способность, скрытая у этого человека. Эта способность была чрезвычайно необычной. Она напоминала открытие небесного глаза, позволяя видеть скрытые истины и замечать вещи, недоступные обычным культиваторам. Что еще важнее, внутри этой техники Ван Линь почувствовал следы мысли Дао, связанной с третьим шагом. Именно это делало ее по-настоящему ценной. К этому моменту Ван Линь уже увидел направление третьего шага и прекрасно понимал, что любая техника, содержащая хотя бы след такой мысли Дао, представляет собой бесценную возможность. Она могла не увеличить его культивацию напрямую, но способна была расширить кругозор, углубить понимание и даже спасти жизнь в критический момент. Поэтому Ван Линь не собирался упускать такую возможность. Шаг за шагом он заставил поверить, что тот получает справедливый обмен. А что Ван Линь предложил взамен? Палец 3 уничтожений и искусство небесной резни. На первый взгляд это выглядело как невероятно могущественные техники. Для обычного культиватора их было более чем достаточно, чтобы взволновать сердце и потрясти душу. В конце концов, методы Ван Линя редко можно было назвать слабыми. Но существовала одна проблема. Эти техники были несовершенными и неполными, содержали скрытые опасности. Выглядели заманчиво, но на самом деле были далеки от совершенства. Иными словами, Ван Линь обменял 4 ущербные техники на божественную способность, содержащую следы мысли Дао третьего шага. Это было полностью в его стиле. Он никогда не полагался исключительно на грубую силу. Он знал, когда нужно сражаться, когда строить интриги, когда отступать и когда извлекать максимальную выгоду из ситуации. И на этот раз он определенно остался в огромном выигрыше. Потому что после входа в громовое бессмертное царство и до того момента, когда он действительно станет достаточно сильным для третьего шага, эта способность еще много раз докажет свою ценность. Поэтому, хотя громовой котел стал ключом к входу в громовое царство, эта божественная способность превратилась в один из скрытых козырей, позволивших ему выжить внутри. Все происходящее в этой серии закладывает фундамент для будущих событий. Бунт Сюй Лиго добавляет юмора и напряжения. Получение громового котла показывает решительность Ван Линя. А загадочная способность, напоминающая небесный глаз, намекает на опасности и возможности, ожидающие внутри громового бессмертного царства. Большое спасибо за просмотр и всем пока.